Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на следующую неделю. И сегодня у нас неделя с 8 по 14 будет. Давайте посмотрим, что вас ожидает на следующей неделе. Какие карты вам сегодня выпадут и что интересного у вас произойдет. Я напоминаю, что расклад общий, он не персональный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет или, по крайней мере, отыграются какие-то общие энергии, общие ситуации, о которых мы будем говорить, но расклад я сделаю по дням. То есть на каждый день недели я выкладываю по одной карте. Сначала из основной системы, с дополнительной колоды, плюс еще дополнительная карта, чтобы внести какие-то уточнения. Кто не подписан на мой YouTube канал, можете это сделать сейчас. Можете подписаться, чтобы не пропустить мои дальнейшие расклады. Итак, рыбки, давайте посмотрим. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. И на дне колоды карта силы. У многих, кстати, карта силы на дне колоды выпадает, показывает вашу внутреннюю силу, ваш внутренний стержень, ваш настрой на такую хорошую борьбу, на то, что у вас все получится по карте силы, причем на не прям физическую борьбу, а что вам так все удастся сделать, потому что вы имеете влияние на людей, какую-то связь к ним, какое-то отношение, где вы сможете влиять на них своими убеждениями, силой убеждения, какой-то лаской, вниманием, чем угодно. Карта принцесса жезлов. Здесь также много энтузиазма по этому поводу, по принцессе жезлов. Готовности действовать, готовности делать, выполнять какие-то задачи. И вы уверены в своих возможностях, и есть понимание, что какое-то дело, семерка пентаклей, которое долгое время тянулось, возможно, сдвинется с мертвой точки или с какого-то такого состояния замедленного, потому что начнется прогресс, начнется движение, будут открыты какие-то новые возможности, новые пути. Возможно, будет возвращен кто-то, кого вы ждете, к примеру. То есть кто-то может приехать, ожидаемая какая-то встреча, кто-то, кого вы ждете в этот период времени. Может быть, это огненный знак зодиака, лев, овен или стрелец. Итак, девятка жезлов, первая карта, которая здесь у вас есть. Собственно, она показывает, что вы здесь на себя берете очень много ответственности, очень много каких-то задач и готовы, собственно, какую-то работу выполнить до конца, довести, потому что на себя взвалили эту ответственность. Готовы приложить очень много усилий, готовы с упрямством, со спокойствием идти к своей цели намеченной, и вас ничего не остановит, несмотря на то, что вам сложно и тяжело. Может быть, вы себя здесь даже стараетесь нагружать какими-то домашними делами или какими-то обязательствами, чтобы защитить таким образом окружающих себя, там, родственников, близких от каких-то дополнительных дел, то есть оградить их таким образом, защитить, помочь им чем-то. Поэтому девятка жезлов. Если на работе, то готовность работать, трудиться, чтобы идти к финансовому успеху, к заработку. Опять-таки прикладывайте для этого много достаточно усилий, находите выходы какие-то из ситуации, находите возможность здесь девятка жезлов защитить себя от каких-то неудач, да, и двигаться к своей цели. Девятка жезлов. Давайте посмотрим, рыбки, что еще здесь, кроме девятки жезлов, будет. Карта пятерка мечей. И на дне колоды карта повешенный. То есть интересно, на самом деле здесь действительно как будто по девятке жезлов вот будут и пятерка мечей какие-то неудачи или сложности, которые возникают в понедельник. Но вы с упрямством их решаете, преодолеваете эти трудности. Не зря здесь такой накачанный молодой человек нарисован. То есть вы как воин здесь настроены, что несмотря на не выспались, головную боль, какие-то паузы, какие-то остановки, какие-то палки в колеса по карте повешенной. Вы понимаете, что что-то замедляется, что-то вам мешает, кто-то что-то вот не удается так, как хотелось, но вы, тем не менее, добиваетесь успеха. Как раз потому, что вы стараетесь здесь идти до конца, вы стараетесь не сдаваться, стараетесь сохранять спокойствие и самообладание, и упрямо идете к своим целям, несмотря на эти сложности и трудности. Кто-то может здесь от вас немножечко дистанцироваться и как будто бы выстраивать такой вот забор между вами и собой, соответственно, да, и вас это может беспокоить и вызывать у вас определенное разочарование, мол, как-то так вас, да, по карте повешенной, опять-таки, давать вам какой-то урок,
определенный или загонять вас в тупик этой ситуации, потому что вы не знаете, почему от вас человек дистанцируется или почему закрывается, почему происходит такое, как отгораживание. Карта двойка жезлов, карта здесь какого-то выбора, который может возникнуть, и также вашего интереса в том, чтобы разобраться в какой-то ситуации и опять-таки принять решение, исходя из того, что вы узнаете. То есть вы узнаете для себя, понимаете какие-то вещи в важном для вас вопросе, и исходя из той информации, которую получаете, принимаете решение. Это сделать решение, этот выбор, или это сделать шаг вперед, или остаться там, где вы стоите. То есть может быть какая-то нерешительность в принятии решений, может быть какая-то неспешная такая вот ситуация, где вы не торопитесь принять решение, не торопитесь что-то поменять в своей жизни, но тут же карта смерть, карта трансформации, когда есть также понимание, что нужно что-то изменить, нужно как-то поменять ситуацию, нужно, возможно, воспользоваться каким-то новым предложением или новой возможностью, что так больше идти не может дело, что так продолжаться не может. Карта короля кубков и карта туза жезлов. То есть нужно действовать, и действия от вас, скорее всего, предполагаются по королю кубков, и вы должны здесь, проявляя хорошее воображение и такой позитивный настрой, собственно, да, и вдохновение, воодушевление, начинать какие-то перемены здесь инициировать. То есть новые начинания, должны быть перемены, какие-то возможности, которые вам даются здесь, поменяться, трансформироваться, измениться, отбросить старое и начать по-новому смотреть на какие-то вещи. Карта принца кубков, снова-таки воодушевление. Вы здесь смотрите очень позитивно на вещи, вы здесь по рыцарю кубков настроены очень позитивно, да, у вас розовые очки такие одеты на глазах, то есть вы все видите в позитивном свете красочном, но не исключено, что вы не замечаете всех деталей, что-то от вас скрыто, и это может быть потом неприятным сюрпризом. Также может быть общение, опять-таки, с водным знаком, как и вы, очень много выпадает водные стихии, то есть раки, рыбы или скорпионы могут иметь место здесь. Также карта шута, там была карта смерть, показывает на перемену, которая у вас происходит, на трансформацию. У кого-то здесь может быть новое начало, допустим, в отношениях, когда вы рассматриваете возможность нового знакомства с кем-то, но нерешительно при этом думаете, нужно мне это или нет, открывать свое сердце или нет этому человеку. То есть чувствуете какую-то скованность, но при этом карта шут показывает, что в среду все-таки больше открытости, больше готовности здесь быть открытыми перед новыми какими-то возможностями, новыми людьми, новыми знакомствами, да, и вас эта неопределенность, она уже не так сильно пугает, хотя при этом вы действительно еще многого не знаете. Карта семерка жезлов, карта, вот знаете, как будто необходимости стойко справиться с какими-то сложностями, проблемами, с какими-то препятствиями, возможно, с какой-то критикой, которой вы здесь подвергаетесь, рыбки, по семерке жезлов, но вам нужно будет приложить усилия и решить какие-то сложные для вас вопросы, которые будут непростыми. Карта маг, вам это удается, причем удается, сохраняя самообладание, сохраняя баланс и не поссорившись с окружающими, даже если вам не нравятся их советы какие-то или их какие-то притязания, но вы стараетесь очень аккуратно их обойти. И по карте маг сделать все-таки так, как вы считаете нужными, и благодаря своей такой энергетике справиться, мужественно справиться с какими-то сложностями, трудностями, которые здесь выпали вам. Карта королева мечей, карта воздушного знака, может быть общение с воздушным знаком зодиака, это весы, близнецы или водолеи, а также очень много прямолинейных, честных разговоров, очень много по мечам, да, такой искренности, честности, проницательности, возможно. Также может быть даже и какой-то саркастичности и резкости в общении с другими, либо кто-то с вами допускает такую нотку в общении. Карта королева мечей. В принципе, хорошая карта для работы, для карьеры, для достижения каких-то ваших целей, продвижения по карьерной лестнице, как раз благодаря вот этим амбициям, которые вы здесь можете реализовывать. Королева мечей, если вы себя так ведете здесь. Но в целом, если общение с таким человеком, королева мечей может быть не очень приятной для рыбок в плане общения. Здесь же еще и карта дьявола, то есть какая-то зависимость или какие-то манипулятивные действия, которые могут здесь быть, либо вы кем-то пытаетесь манипулировать. Карта восьмерка чаш, это может разочаровывать, расстраивать
расстраивать или вселять в вас какую-то неуверенность от общения с таким человеком, да, когда вы что-то такое слышите, узнаете от него. По карте дьявола это может быть действительно что-то очень неприятное, может быть кто-то эгоистичен, кто-то проявляет агрессию в отношении к вам, но вас это расстраивает. И карта рыцаря мечей тоже вызывает какую-то негативную эмоцию, какого-то гнева, да, скорее так. Может быть общение с воздушным, как я уже говорила, знаком, или может быть Козерог, карта дьявола. Дальше карта короля кубков, водная стихия, раки, рыбы, скорпионы, ваша стихия. Может быть общение с водным знаком, как вы, либо вы здесь по королю кубков. Много эмоций проявляете в каком-то вопросе, много любезности в отношении кого-то, много говорить можете каких-то вещей, которые чувствуете сердцем, действительно испытываете такие эмоции, такие переживания, поэтому можете о них говорить людям, с которыми здесь общаетесь. Карта девятка жезлов, стараетесь, карта паж кубков, да, и паж кубков с королем кубков и девятка жезлов, пробить чью-то броню, чью-то как будто бы такую преграду, да, которая есть между вами и другим человеком по девятке жезлов. Старайтесь быть спокойными, старайтесь сохранять такую эмпатию к близким людям, даже если они немножечко от вас отгораживаются. Старайтесь, сохраняя любовь к близким, к окружающим, идти делать то, что должны делать для своей семьи, для своих близких, любимых по девятке жезлов. То есть опять-таки как взваливать на себя какой-то груз ответственности. И по пажу кубка вы можете здесь иметь хорошие шансы выполнить какую-то работу важную по дому. Но опять-таки с любовью, с желанием это сделать, желание что-то такое вот очень хорошее, позитивное для близких сделать. Девятка жезлов, паж кубков. Также может быть шанс исправить какую-то ситуацию или какое-то отношение, где от вас кто-то дистанцируется, отгораживается, но у вас есть возможность наладить отношения как раз благодаря своим качествам короля кубков здесь. Дальше карта туза жезлов, карта действий, карта перемен, которые вы можете осуществить этими действиями и готовностью здесь проявить себя, все свои возможности на полную, показать свою силу на полную в определенных начинаниях. Карта туза жезлов, она про действие как таковое, то есть готовность здесь и сейчас действовать, потому что вот у вас эта идея есть, вы горите этой идеей, она скорее всего будет успешная. По тройке кубков это может быть даже какое-то совместное с кем-то дело, когда вы принимаете решение, там, не знаю, поехать встретиться с друзьями, знакомыми по тройке кубков, что-то с ними такое вот вместе сделать, какие-то перемены осуществить, что-то такое вот, знаете, как идея, которая возникает, и вы ее реализуете. При этом пятерка кубков тут же показывает, что не все так будет однозначно и просто, и по пятерке кубков вы сможете столкнуться с какими-то сложностями, которые здесь произойдут, но тем не менее восьмерка жезлов динамичное достаточно воскресенье. И несмотря на мелкие сложности и неурядицы, вы, тем не менее, по тройке кубков хорошо это время проводите. Очень много у вас здесь есть возможностей, которые вы, собственно, реализуете. И с тройкой кубков много радости, много успеха, успешных каких-то действий от того, что вы здесь делаете. Собственно, может быть, даже уходят на задний план какие-то разочарования по пятерке кубков или трудности, которые имели место быть на этой неделе, как раз вот воскресенье, когда вам легко удается так и с энтузиазмом, с позитивом провести этот день. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для рыбок мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого!